Слушайте, я думаю, мне нужно сфотографировать свою мысль. И реально, вот реально, что я должен сделать? Потому что селфи делать я могу. Тын-тын, тын-тын, смотрите, все симпатично. А что у меня внутри? Вот эта вот идея, то, что рождает мой мозг. Как я могу сфотографировать это? Ребят, ну реально же, только вот этой балдой, только скетчинг. То, что рождается у меня в моменте, то, что у меня происходит, ну, вот в таком переосмыслении, то, что у меня происходит от впечатлений, то, что я разрабатываю достаточно долго, то, что должно сохраниться и непонятно, как этому сохраниться. Человечество реально еще не придумало ничего такого, чтобы могло сделать снимок моего мышления, моего типа мышления, моей идеи проектной. Вот так, сразу, резко, быстро, просто. Вот отсюда, вон туда. Могу с помощью фотографии, с помощью видео зафиксировать весь этот прекрасный, невероятный мир. Я могу зафиксировать себя, свою одежду, там, свои девайсы, что происходит. Вот эти вот штуки. Все что угодно, все, что имеет материальность. Но то, что не имеет материальности, нет. То, что является объектом моей работы мозга, то, что является объектом моей интеллектуальной деятельности, то, чего нет в реальности, но то, что должно прийти в материальность и доказать свое право на существование. Простых вариантов для того, чтобы это зафиксировать, кроме скетчинга, я не вижу. И поэтому я вот пушу вот эту вот тему за то, что пробуйте, рисуйте, практикуйте, берите мою технику, потому что она простая, она доступная, она супер эстетичная, потому что итальянские корни всей этой истории. Вот за это я пушу. Я хочу сфотографировать свою мысль симпатично, симпатично. Я делаю скетчинг. И для того, чтобы сделать его более симпатичным, я беру, например, перо и тушь. Для того, чтобы сделать его, ну, просто простым, понятным, доступным, я беру, например, беру линер. Все время на кармане, нет проблем. Для того, чтобы его использовать, достать из кармана, взять мой скетчбук и юзать, и фотографировать вот эти вот идеи, которые рождаются у меня в голове. Это очень просто, очень быстро, очень симпатично. Это как селфи для вашего мозга, но которые вы делаете не устройствами, не девайсами, а своими ручками, да, ручками. И это умные селфи, не дурацкое селфи, потому что вы можете принести туда интеллектуальную историю. В моем случае, например, вплоть до размеров по сантиметрам и видов сбоку, планов. Ну или, например, если у вас совсем закончились мысли и хочется немножко релакснуть, орнаментов. И ваш скетч может быть на простых формах, например, очень милым, или очень эмоциональным, или очень стильным, и прям вполне себе авторским. Ну и когда делаешь вот эту вот скетчевую историю, происходит тоже еще одна интересная мысль, потому что мысль, она вариативна. В мысли много таких вот ответвлений. Мысль не очень конкретна. Она может быть конкретной, но когда рождается, когда происходит генезис, происходит миллион вариантов. А в этих вариантах именно тебе, для того, чтобы показать там другим мысль в каком-то контексте, нужна выборка, нужна четкость. И скетч делает вот эту выборку. Он делает твою мысль отточенной, четкой, точной, эффектной. Как будто бы ты делаешь презентуху, но со своим крутым, уникальным, абсолютно уникальным авторским почерком. Ну, конечно, этот почерк нужно отработать немножко. Но это, безусловно, того стоит, потому что твой стиль становится узнаваем. И сымитировать его сложно. И чем больше ты практикуешь, тем лучше он отрабатывается. Он может быть мягким и эффектным, он может быть сухим и точным в то же время на одном и том же листе, а может быть милым и немножко сумасшедшим. Почему нет? Что прикольно, твой скетч — это отражение тебя настоящего в моменте. И ты меняешься, и ситуация вокруг тебя меняется. И ты не остаешься в рамках каких-то общепринятых шаблонов. Ты индивидуальный, ты изменяемый, и ты делаешь вот этот слепок своего мозга, снимок своего мозга. Вот это превосходное селфи своего интеллекта. Разве что-то может делать вот это таким образом быстро, эффективно и круто, нежели скетчинг? Вот я не знаю. И в то же время скетчинг может состоять из одному тебе понятных вещей. Кроме тебя, может быть, это не поймет никто. И, может быть, ты сам по прошествии времени, потому что я до сих пор не понимаю, что это я имел в виду, когда рисовал вот эту вот историю. По сути, пойди и разберись в каракулях, которые нарисовал автор. Только автор поймет то, что он имел в виду.
И вот эта вся тема со скетчингом, она невероятно упорядочивает мысли. То есть мышление становится структурным. Если тебе нужно, оно структурное. Если тебе нужно, оно вариативное. Если тебе нужно, оно фантазийное. И вот это получает конкретику через выражение на листе. И очень круто обрабатывать большие объемы информации. То, что тебе есть сказать по твоей идее, по твоему проекту, ты выносишь на лист. Окей, это зафиксировано. Это можно убрать из головы. Можно некоторое время над этим не думать, потому что оно уже неплохо зафиксировано. Если оно еще и немного описано хорошо, ну, как я, например, делаю какие-то свои пояснения, то это вообще просто огонь. Все. Ресурс в голове освободился, можно думать другие штуки. И вот несколько вещей, необходимых тебе для работы над проектом или над идеей, ты вынес, положил в скетчбук, думать становится сразу намного легче, потому что они уже спасены, они уже зафиксированы, они уже сфотографированы. Ты сделал фотографию своих идей. Браво! Ты можешь делать их в разных приближениях. То есть сначала, например, очень условно, потом чуть более детально, потом чуть более проработано. И вот вся эта ситуация с мышлением, она меняется. Ты выкинул на лист то, что тебе необходимо, потом подкорректировал, потом еще чуть подкорректировал, усложнил, изменил. И вся эта система становится живой, становится интересной и эффектной. В проектировании, в работе, в разработке сложных историй это дико важно. Просто дико важно. Это подчиненная тебе, твоему мозгу, твоему интеллекту структура, которую ты берешь и изменяешь. Изменяешь быстро. Не через драматизм, а легко. Скетч, 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 скетч. И что еще, мне кажется, супер важным в этой истории, потому что я все время с этим имею дело, я постоянно вот это вот ощущаю. Вот эта материальность вот этих вот штук. Смотрите, когда мы фиксируем что-то с помощью электронных устройств, фотографируем, делаем 3D-модель, или делаем заметки в Evernote, или Google Keep, или все что угодно, это сохраняет саму информацию в моменте. Но вот эта штука, она сохраняет комплекс ощущений и микрофрагментов, микронапоминаний, таких штук, которые никоим образом электронной историей не передаются. Микроштришочки, маленькие штуки, которые переводят тебя вдруг, когда ты смотришь на это все, в тот момент, когда ты это делал. Наверное, можно это как-то понять. Например, вы приводите из отпуска фотографии и смотрите их на компьютере. Окей, это плюс-минус такая история. Но вы привозите из отпуска вещи другой страны. И это уже плюс совершенно иной уровень ощущений. Вот, если вы понимаете, о чем я говорю, напишите в комментариях. Скетчинг, он дает вот такой момент. Он дает возвращение в тот момент, когда вы думали эту историю. И что еще круто? Потому что в скетчинге выражается не все. Огромное количество информации, например, остается за кадром, как отфильтрованное на тот момент. Это как будто бы не нужно. А когда взаимодействуем с материальным объектом, как будто бы вот этот комплекс, он довспоминается. С электронной штукой такого не происходит вообще никогда. И поэтому я люблю скетчбук, потому что много ресерча над проектом, что-то остается в памяти, что-то не дорабатывается, что-то не переносится сюда, не переходит в проект, но комплекс ощущений мне нужный. Он плюс-минус, он возвращается, когда я листаю вот эту вот большую историю. Вот, это супер тема. И плюс можно на природе вот с таким балдежным комфортом работать над своими проектами. Супер! Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. И уроки по такой графике, которые я показывал внизу в описании к видео и в ссылке в шапке профиля. Подписывайтесь, мой сервис Boosty, там всего месячная подписка 400 рублей. И перенимайте вот эту технику и используйте. Это очень круто. Всем чао-чао, хорошего дня!